Интересного молодежного театра, Николаевского городского молодежного народного аматорского театра «Стук». Это звонкое, красивое название состоит из аббревиатуры, которую уже произнес Анатолий студенческий театр Университета культуры. Идея пригласить этот коллектив принадлежит Анне Петровне Демьяненко, которая, я с удовольствием вижу, присутствует в наших рядах. Она, как вы знаете, один из создателей вообще нашего Пушкинского клуба и в настоящее время работает в этом вузе. И она нам подсказала эту идею познакомиться с этим творческим коллективом поближе. И когда версталась наша программа на 2009-2011 год, то с большим воодушевлением все члены Пушкинского клуба ее поддержали, потому что одно из важных направлений работы нашего клуба – это знакомство с творческой молодежью нашего города. Мы, члены клуба, уже такого возраста почтенного в большинстве своем, и поэтому всегда рады видеть молодые силы, да, которые очень активны, смелы, талантливы, и которых бы хотелось привлечь к выступлению на наших заседаниях. Молодежный театр «Стук», он непосредственно возник в гуще молодежной студенческой среды. И естественно, что его руководителем мог стать человек, которому студенты доверяли и который сам был полон этих эмоций, сил, идей. И таким первым художественным руководителем, и он остается им до ныне, стал Свистун Артем Александрович, с которым мы сегодня будем общаться и который очень полно расскажет о деятельности своего детища. Об этом человеке можно говорить очень долго и с восхищением. Когда я знакомилась с его, так сказать, официальной биографией, вот так знаешь человека, видишь, какой он активный, молодой, красивый, а когда познакомишься с биографией подробно, то такой человек вызывает очень большое уважение. Закончил он наш вуз, Университет культуры, в 2003 году с отличием. И был награжден, он был лауреатом стипендии Верховного Совета Украины за отличные успехи. Я думаю, что это очень редкое звание, которого он был удостоен. И получил он степень магистра культурологии в 2005 году. А сейчас он готовится к защите кандидатской диссертации. Представляете, какой разносторонний человек, что кипучую творческую деятельность он совмещает с такой методической научной работой. И успехи у него в этом направлении очень большие. А в 2007 году Артем Александрович является председателем Федерации аматорских николаевских театров и стал членом Союза театральных деятелей Украины. Еще одну очень важную должность занимает он. Она называется так: директор Николаевского методического центра и клубной работы при управлении по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского городского совета. То есть понимаем, что можем к этому человеку обращаться еще по вопросам культуры, и наши слова и мнения не останутся безучастны. А этого человека мы же как бы будем лично знать с вами, как члены даже Пушкинского клуба. И это нас сблизит не только с театром, но и с руководителем. Но вот среди таких уже перечисленных должностей и ученой деятельности все-таки сам Артем Александрович считает наибольшим достижением в своей жизни это создание этого молодежного театра. В городе этот театр уже известен давно, потому что создан он 1 апреля 2001 года, и 10 лет он работает на Николаев, на николаевцев.
Проводится этим театром очень много различных акций, не только спектаклей, но и акций. Акции эти часто имеют социальную направленность, то есть они направлены на борьбу со СПИДом, на борьбу с наркоманией, курением, на борьбу с другими пороками общества. Но акции есть и другого плана, очень веселые, жизнерадостные, которые посвящены детям. И некоторые акции затем перерастают в ежегодные фестивали. Так, в 2003 году была организована акция «Детям наши сердца», и она ежегодно проводилась до 2006 года. А с 2007 года она уже стала, эта акция, фестивалем творчества и актерского мастерства уже именно детей. И военно-патриотическому воспитанию очень много уделяет внимания этот театр. Проводит акции, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе и в селе Крымка. Но сам Артем Александрович, он является и автором, режиссером больших городских акций. Мы все приходим на празднование Дня города, еще какого-то большого праздника, и все слажено. Концерты, выступления, потом какое-то действие театральное. А за этим всем стоит такая крепкая, оригинальная, но в то же время четкая рука режиссера, которую проследит и специалист, и рядовой зритель, когда вот какое-то празднество городское организовано очень удачно. За 10 лет очень много этим коллективом сыграно спектаклей. Мы знаем, что актером этого театра, кстати, это по-своему уникальный случай, может стать каждый человек, который чувствует в себя потенциал, прийти и сказать: я хочу играть в вашем театре. И если вы молоды, вам до 30 лет, ну, а сейчас, я думаю, если чуть-чуть побольше, то не откажут, да? И вы можете без никакого конкурса стать актером театра, а потом уже жизнь и работа покажет, насколько этот человек сможет там долго работать, или же почувствует, что это не его. И много очень людей соприкоснулись с этим театральным действием, работой и сделали для себя какие-то выводы, работать в этом направлении или хотя бы получить развитие. Поэтому меняется состав постоянно этого театра, но то, что он есть, и коллектив не убывает, не становится 1, 2, 3 человека, 15, 20 и так далее, говорит о том, что этот метод в принципе правильный. Еще одна особенность этого театра в том, что спектакли, которые они показывают, в основном авторские. То есть их составляют авторы этих спектаклей, сами же актеры. И один спектакль под названием «Огни Востока», который был создан по мотивам романа Загребельного Роксолана, принес театру высокое звание «Народный». Я думаю, что об этой стороне более подробно, конечно, расскажут наши уважаемые ведущие. А это сам Артем Александрович и его коллега Кристина Сергеевна Спиридонова. Я уверена, что нас ожидает блестящий фейерверк, который покажет талант, молодость, красоту и все грани мастерства актеров этого замечательного, молодого, но интересного театра, название которого «Стук». Пожалуйста.